Всем привет! Недавно я провела опрос в телеграм-группе мигрантов на тему, что приезжим нравится в Литве. И в этом видео я зачитаю вам их мнение, конечно же, с моими комментариями. Анна Би. Знаете, говорят, что красота в глазах смотрящего. Вильнюс очень красивый, очень зеленый. Здесь люди, которые, несмотря на свою интровертность, делают свою работу неплохо, без отношения, как будто это ты им должен, а не они тебе, и так далее. Мне тоже нравится, что в Литве много различных хвойных деревьев и кустов. Особенно приятно смотреть на эту зелень зимой. Люди здесь доброжелательные и отзывчивые, если не считать комментариев в соцсетях и на YouTube. Татка. А вот я была в районе, где жили до нынешнего. Так там обновили тротуары, добавили много деревьев, кустов, обновили дорогу, добавили велодорожки. Поменяли столбы тоже. Ну, то есть я вижу это. Охотно верю, в моем районе тоже была довольно-таки неплохая велодорожка, но ее заменили на новую. Обычные жильцы тоже не отстают, сами высаживают в дворах своих многоэтажных домов цветы, оставляют горшки с цветами, размещают красивые композиции из камней и сухих стволов деревьев. Евгения. Пример. Я в Минске всегда здороваюсь, когда покупаю талон, жетон и так далее. И часто слышу тишину в ответ. Здесь еще и хорошего дня пожелают. Я тоже из Минска, и да, такое бывает. Я думаю, это для того, чтобы не создавать очередь. Если со всеми пассажирами, покупателями разговаривать, то это лишние минуты получаются. В любом случае, сейчас, мне кажется, люди в Беларуси стали более вежливыми. В магазинах кассиры и продавцы всегда здороваются. Марина продолжает эту тему. Вот тут соглашусь на все 100. Действительно, внимательное и доброжелательное отношение практически везде встречаю. Особенно приятно удивляют все социальные и госслужбы. У нас в стране, это она Беларуси, реально на «отвали» отвечают зачастую, то есть лишь бы избавиться от человека. А тут прям все стараются разобраться, подсказать, помочь. Ох, это правда, работники в Беларуси в госорганах часто недружелюбные, грубят и не испытывают сильного желания помочь, а ведь это их работа. Катерина. Возможность не собирать миллион бумажек и оббивать при этом пороги кабинетов, выслушивая откровенное хамство, а решать многие вопросы удаленно. В целом уважительное отношение со стороны служащих госорганизаций и желание помочь. Мы об этом говорили уже ранее. Я тоже в восторге от того, что многие вопросы можно решить через интернет. Катерина. Я лично до сих пор под большим впечатлением после общения с представителями налоговой. В РБ, в Республике Беларусь, такое представить крайне сложно. Мужу вернули очень крупную сумму налогов в Литве. Причем его инспектор сама звонила и помогала заполнить нужные бумаги, а потом еще и перезвонила, уточнила, все ли получилось. Я открыла вейклу, мне спустя время набрала инспектор, спросила, может есть какие-то вопросы, нужна ли помощь, все ли понятно. Сестра же, когда хотела открыть ИП, это индивидуальный предприниматель, и пошла в налоговую своего района в РБ задать пару вопросов, ей рявкнули, чтобы сходила на консультацию к юристу. Их дело, то есть дело налоговой, принять документы и открыть ИП, а не заниматься консультацией. Это правда. Работники госорганов в Литве, в отличие от Беларуси, приветливые и всегда стараются помочь. Это здорово. Катерина. Коммунальные платежи и литовцев сейчас крайне расстраивают. Не совсем удачной оказалась политика с энергоносителями. Это негатив, но далее позитив. Но вот с продуктами, если знать, где покупать, цены практически не отличаются от тех, что сейчас в РБ, но качество их на порядок выше. Я согласна насчет продуктов, они в Литве качественные и свежие. На рынках можно приобрести вкусные фермерские продукты. Джей Джей отвечает Тане. Отношение как к человеку, а не как к рабу, который все должен. Это проявляется на всех уровнях жизни, учеба, работа и так далее. Качество продуктов и фармпрепаратов, качество госмедуслуг, качественные цифровые сервисы без лишнего бумагоморания, доступность образования для детей, оно реально бесплатное, а не сдайте деньги на шторы, экологичные отношения и переработка мусора, отношение к животным, медицина, воспитание – да, даже банально то, что прибирают за собачками в парке хозяева. Про парки. Можно просто взять и лежать на траве. В РБ, в Республике Беларусь, например, это административка, то есть административный штраф. Назовем этот пункт «либеральные ценности». Рабочие аэропорты и возможность путешествовать.
Ну и короночка, то есть самое главное, возможность не сидеть в колонии или отбывать химию за выражение своих мыслей. Пункты просто замечательные, я с ними полностью согласна, и видите, как много плюсов, с ними не поспоришь, и мне тоже это очень нравится в Литве. Другая девушка напомнила про мои моменты, когда немножко удивилась. Например, ребенок на фудкорте двигал стул. Идет уборщица и смотрит на него. Остановилась и давай смеяться, приговаривая, какой хорошенький, активный, а не бухтеть, то есть выражать свое недовольство, что ей потом эти стулья задвигать обратно или что-то такое. Или, например, случайно выскользнул из рук флакон тестера в Кристине. Это магазин парфюмерии и косметики. А консультанты посмеялись и сказали, хорошо, что не разбился. Ну, как бы, я не говорю, что в Беларуси люди злые, но почему-то в моменты, когда я зажимаюсь, ожидая негатива, не встречаю его от людей. Есть такое, в Беларуси, может быть, люди не то что злые, но какие-то зачастую более агрессивные, озлобленные, уставшие и замученные бедностью, что ли. Елена. Финансовые инструменты. Кредит через полгода официальной работы, суммарный 4% до 30 лет. А не купи квартиру сразу или с 23-36% на 5 лет. И первый взнос, прости господи, то есть очень высокий, большой. Можешь не жить, а сдавать. Арендаторы будут оплачивать коммунальные и кредит своей арендой. Накопительное страхование, кроме страховки, которая капец как много покрывает, еще и к завершению детьми школы выплатят сумму плюс проценты. Как вариант инвестирования. Они привлекают наши деньги, делают на них деньги и делятся с вкладчиками. В РГО от 4 до 8% обещали, но многое зависит от рынка. Но есть фиксированная сумма, которую точно выплатят как накопленную детям к университету. Плюс говорят тоже и с пенсиями. На работе у мужа подписывают на сотрудников договоры, чтобы была накопительная плюс проценты. Насчет кредитов в Литве я не в курсе, но если это так, то это замечательно, потому что да, в Беларуси огромные проценты, если берешь кредит. В общем, совсем невыгодно. Цукерка. Цукерка это, кстати, конфета по-белорусски. Вот еще плюс. Я, например, здесь очень боялась ездить как неопытный водитель, но столкнулась с тем, что мне все уступают, если я туплю, например. Никогда не сигналят. Все такие лапочки. Мне кажется, спустя 8 месяцев здесь меня в принципе начала отпускать тревожность. Я не боюсь звонить в структуры, не боюсь полиции. Супер, очень рада за вас. Джей Цукерки. Муж, когда ездит в РБ, говорит, что дороги в Минске спроектированы так, что хочется гнать, а здесь движение спокойное. Это тоже плюсик к безопасности. Екатерина Цукерки. Согласна, что здесь безопасно и уважения к человеку больше. И нет такой бюрократии. Это плюс. Да, уважения больше на самом деле. Джей. На самом деле это классно, что скоростной режим в городе 50, а в старом городе брусчатка является естественным сдерживающим фактором от разгона. Про транспорт еще. Отношение к велосипедистам и самокатчикам, сеть велодорожек и их состояние. И автобусы скоростные, которые реально идут по отдельным полосам, а иногда приезжаешь на них даже раньше, чем на машине. Только жаль, что нет трамвая или метро. Я тоже за безопасность и спокойное вождение. И да, для белорусов странно, что автобусы ездят по отдельным полосам, но в белорусских городах дороги широкие, может, поэтому для нас это не столь актуально. April O'Neil. Да, по ощущениям, тут водители хоть и задорнее на дорогах, но более терпимые к чужой неопытности и более медленному темпу. Пропускают, ждут, если надо. Надежда. Я тоже боялась очень. Казалось, так сложно со съездов съезжать, но пришлось возить в сад ребенка, и я так удивилась, что все пропускают. Ну, я не водитель, ничего не могу добавить на данный момент, к сожалению. К вышеперечисленным плюсам бы добавила еще, что Вильнюс очень живой город. Тут постоянно что-то классное происходит, особенно летом. О, это правда. Здесь много ярмарок, фестивалей, концертов, шоу, выставок. О ведении беременности в Литве. Натали жалуется, что беременным назначают мало анализов, и Лидия отвечает. Здесь больше скандинавский метод ведения беременности. Беременных не залечивают, анализы и визиты по необходимости. Лишнего ничего не назначают. Мне такой подход очень нравится. Ну, я за вас рада. Лично я хотела бы больше анализов и визитов к гинекологу, чтобы быть уверенной, что плод здоров и со мной тоже все в порядке. Наталья.
Хотела сказать, что в отделении новорожденных в Санторишках просто чудесные отношения. Пишу и плачу. Они так обхаживают мамочек и деток. В первую ночь меня так переколбасило, то есть девушка перенервничала. Ну, плохо ей было. Они меня там валерьянкой отпоили, и меня просто выключила. Медсестричка после 2 ночей меня даже не будила. Сама забирала малого, кормила и меняла памперс до утра. Все приносят, пупок чистят, смесь дали, одежду, если нужно. У меня только благодарность в душе за такое отношение. С этим отзывом я согласна. Когда я рожала в Санторишках ребенка, мне тоже очень понравился медицинский персонал. Анна Би. Меня еще приятно удивило, что все роддома плюс-минус с одинаково положительными отзывами, как и госсадики. Тут скорее что-то плохое исключение, а в Беларуси наоборот, еще поискать надо, повыбирать. Все себе врача народы ищут конкретного. В Беларуси в госсаду увлеченные своей работой воспитатели – редкость. Ну и так далее. Уже не говорю про всю насаждаемую идеологию и прочий бред, который на воспитателей и учителей вешают. Насчет Литвы не знаю, но в Беларуси, мне тоже кажется, хороший детский садик еще нужно поискать. О работе полиции, дорожной автоинспекции, о том, что в Беларуси многие не доверяют милиции. Кстати, в Беларуси до сих пор милиция, а не полиция, если что. Наталья, отвечает кот. Я думаю, меня отпустят через время, то есть поменяется отношение к полиции. В первый раз пришлось звонить, когда всандалилась в машину, то есть врезалась. Меня потом ГАИ успокаивали по телефону, мол, чё рыдаешь, это же железо. Я удивилась, причем со словами «девушка, миленькая, не плачьте, пожалуйста, так хочется вас обнять». Это и правда удивительно. Кот Натальи. Это даже мило. Да, когда обычно звонишь по неприятным событиям, тогда и ассоциации неприятные. Я часто звоню просто потому, что соседи любят оставить у себя в машинах окна открытые. Звоню, прошу их оповестить, что такие дела. Сама как-то оставила окно открытое и паспорт на сидении. Кто-то из соседей позвонил и сообщил. Спасибо ему. Супер. Насчет штрафов в Литве. Татка Кру, отвечает кот. Мне один штраф пришел на 90 евро, но тогда еще пересмотр какой-то там был. И так как он был первый здесь, да еще пришла оплатить сразу, то снизили до 15 евро. Это очень приятно. Дорогие мои, если вы мигрант, мигрантка, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому ролику, что вам нравится в Литве. Нам всем будет очень интересно узнать ваше мнение. Спасибо. Пока.